Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил свое мнение по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. Безусловно, крайне опасно, но, с другой стороны, совершенно очевидно, чем занимаются эти беспилотники. И их миссия – это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах. Нам это хорошо известно, и по сути речь идет о прямой вовлеченности операторов этих беспилотников в конфликте, причем против нас. Напомню, что происходило в предыдущие дни. 14 марта американский БПЛА МК-9 Reaper упал в Черное море к западу от Крыма. Телеканал CBS опубликовал графическую реконструкцию того, как якобы два российских самолета 19 раз пролетели вокруг американского аппарата, сбрасывая топливо. После чего произошло столкновение, и дрон упал в море. США заявили, что беспилотник проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве, однако был задет российским самолетом. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона, пояснил, что МК-9 был использован для разведывательных целей и уже некоторое время осуществлял наблюдение за международным водным маршрутом в районе Черного моря. В свою очередь, Минобороны России сообщила, что полет БПЛА осуществлялся с выключенными транспондерами, с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, а отечественные истребители не вступали в контакт с беспилотником, который потерял управление и рухнул после резкого маневра. Европейское командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись инцидента и выразило мнение, что два российских Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотника ВВС США. Посол России в Штатах Анатолий Антонов после консультаций в Госдепартаменте, на которые он был приглашен в связи с перехватом МК-9, заявил, что российские летчики действовали профессионально и не использовали оружие, а беспилотник потерпел крушение из-за своего же неправильного маневрирования. Антонов назвал происшествие провокацией, преднамеренно спровоцированной, чтобы обвинить российских военных в непрофессиональных действиях. Кроме того, по инициативе США состоялись телефонные разговоры между министрами обороны России и США и начальниками их генштабов. Сергей Шойгу сообщил американскому коллеге, что несоблюдение американской стороной зоны ограничения полетов стало причиной инцидента. А он также подчеркнул, что полеты беспилотников США у побережья Крыма имеют провокационный характер и могут привести к эскалации обстановки в Черноморской зоне, на что Россия будет реагировать соразмерно, хотя и не заинтересована в таком развитии событий. Секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Россия намерена заняться поиском и подъемом обломков Рипера, и это будет сделано обязательно. А глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что Россия обладает всеми техническими возможностями для обнаружения и изучения обломков американского БПЛА. Телеграм-канал военкоров «Русской весны» опубликовал данные радиопереговоров российских военных специалистов с места крушения, свидетельствующих о том, что они успешно подняли часть обломков беспилотника. А CNN со ссылкой на американские правительственные источники сообщил, что Пентагон удаленно стер программное обеспечение упавшего МК-9, чтобы предотвратить попадание секретной информации в руки российских военных, и что России достанутся только не имеющие значения останки летательного аппарата. Так это или нет, покажут дальнейшие события. МК-9 Reaper является разведывательно-ударным беспилотником, который может нести тяжелое вооружение, такое как ракеты различного назначения, управляемые авиационные бомбы с лазерным наведением, и успешно применяется для боевых действий в разных конфликтах по всему миру. Его применение позволяет избежать потерь среди военнослужащих в результате полетов на боевых самолетах. Однако, такие операции также вызывают протесты и критику со стороны многих стран и организаций за нарушение суверенитета других государств и гражданские жертвы. Ну а напоследок приведу интересный видеорепортаж CBC с борта разведывательного самолета НАТО, опубликованный за некоторое время до текущего инцидента с МК-9. А на сегодня все. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на журнал. Пока. What no one on this plane can officially say, but is widely known, is that some of those allies share this intelligence in real time with the Ukrainians, allowing them to respond quickly to incoming threats. But off camera, some describe watching Russian radar signatures disappear after being engaged by Ukrainian jets and missiles. NATO does have involvement, really, in the Ukrainian conflict. What happens if they get targeted by a Russian plane while they're in the sky
And then, of course, you see what happens. NATO gets pulled in much more deeply than it is right now, and we're into a very, very big war. Well, really appreciate your look there. Thank you. Thank you.